В этом видео показываю, как такой автоматической перьевой ручкой и аквабрашем рисовать вот такую очень простую и симпатичную картинку. Тык-тык, сейчас все покажу. Тум-тум, всем чау-чау. И сегодня буду рисовать вот этими двумя штуками. Это аквабраш, это ручка лами. Ссылки на такие штуки у меня есть под роликом, смотрите, если вам интересно. И буду рисовать такую штуку, но буду рисовать ее интерпретирование. Это какая-то итальянская история, да. Возможно, рядом с Венецией, но я не уверен. Но мне не интересно нарисовать ее копию, мне интересно ее некоторую разбредовку нарисовать, потому что у меня все это такая проектная история. Вот эту штуку я сейчас не проектирую, я просто гоняю для себя вот эти вот темы для того, чтобы тренироваться. Это, как я говорил, как спорт, как такие штуки, когда ты постоянно стараешься поддерживать себя в форме, да. И вот это, как я понимаю, такой пресолиднейший причал. Вернее, место для парковки лодок. Это же Венеция, блин. Супер основательная. Как раньше строили, без оптимизации. Без всей вот этой вот ерунды. С экономией. Огромная арка. Вот она. И над аркой такая прям терраса. Я думаю, я сразу же принесу туда. Тык-тык, иди сюда. Тенеобразование. И так как я рисую в технике сейчас размытие туши, то это довольно быстро и симпатично происходит. Тут нарисую перила. И не очень заморачиваюсь над этим. Смотрите, сами перила я показываю просто вот такими вертикальными штрихами, простыми. Тык-дык, 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 тык-дык. Окей, квеста, окей. Это все, что мне нужно. Особо я детализировать эту историю не буду. Ну, покажу, что здесь есть толщина. И чуть сделаю намек на замковый камень. Ну, может быть, покажу еще вот эту вот структуру такими штрихами, которые приходят вот сюда в середину. Я делаю такие штрихи, и все они направлены на центр вот этой полуарки. Окей, такая прямоугольная история у нас сложилась. И теперь там есть еще одна структура, потому что это немножко даже похоже на такой, как порт. Она углом выходит в это озеро или прямо уже в море. И другая арка чуть под углом. Слежу за тем, чтобы плечи арки, они были на одном уровне вот с этой аркой. Делаю чуть поуже ее, потому что она в перспективном сокращении. Показываю толщину вот с этой стороны и приношу туда тень. Аквабраш радостно размывает вот эти чернильные пятна. Нет, окей, окей, окей. И делаю чуть более основательными впечатления вот от кладки камней, которые внизу. Супер. Больше мне особо ничего не нужно. Ну, здесь, кстати, покажу более интенсивную толщину. Вот. Для того, чтобы показать, что вся эта радость, она стоит в воде, сделаю вот здесь такие пятна. И размою их. Я не думаю, что я буду рисовать отражение, мне это не очень интересно. Продолжу рисование вот этой верхней площадки. И делаю намек на перила.
ничего подробно не прорисовываю. Слежу, чтобы линия была такая простая, мягкая, симпатичная, эффектная. Не детализирую, не усложняю всю эту историю. Делаю акцентики. Чуть-чуть. Тым-тым. Вот сюда побольше тени, чтобы оно выглядело основательней. Квест окей. И вот в эту сторону тоже происходит расширение. И там тоже арочная история. Арки рисую вот так. Две прямые. Акцентирую места перелома формы. И такую кругаль. И потом чуть-чуть показываю ее толщину. Все. Больше ничего не делаю. И сразу же туда размытием чернил прихожу. Окей, это у нас вид во фронт. И там дальше приходит к нам идея большой лестницы. Я ее рисую вот такими рядами ступенек. И дальше эти ступеньки поднимаются туда, наверх. А здесь все еще продолжается история с арками. Ну, в оригинале не так. Ну, я вот буду думать так. Окей. Подчеркиваю тенюшки. Вот если под перилами есть тенюшки, то значит я должен их подчеркнуть. Приношу больше тени вот сюда. У меня немножко высыхает эта вся история, и я делаю ее более интенсивной. Привожу туда перила. Окей. Пришли перила, молодцы. Здесь делаю более интенсивную. Если бы я рисовал пером, сейчас бы у меня было все сильно эффектней. Но я рисую перьевой ручкой, она не дает мне столько чернил, сколько даст перо. Но, в общем, тогда я за пару проходов попробую сделать эти интенсивные пятна. Окей. Это будет небольшой набросок. И подниму лестницу до почти до самого верха. И рисую не все ступеньки. Если вы нарисуете все ступеньки, то это не будет выглядеть очень симпатично. Круто, когда во всей этой истории есть ритм. А ритм, он согласится, также получается, если вы не прорисовываете все. Да, здесь стенка. Я думаю, свет падает оттуда, значит, вот это будет область тени. Я вот так ее по-простому наношу. Квеста окей. Теперь я приношу сюда дерево. Я его, может быть, чуть подольше порисую, чтобы оно было симпатичное. Рисую такими кругалями. Как будто бы оно само начинает вырастать из бумаги. Если вам интересно узнать, как рисуются деревья, то welcome на мой Boosty. Я там публикую разные элементы, которые я даю, например, для своего курса. Или даю непосредственно, например, там, студентам в академии, где преподаю лесотехнической концептуальное проектирование. И на этом, как же называется? Вот, на Boosty я делаю отдельные закрытые видеоуроки. И там очень-очень-очень такие техники свои рассказываю подробно. Не так, как на YouTube. Вот. Так, окей, у нас тут сформировалась вот эта вот история. Там как раз проговариваю те моменты, которые важны для того, чтобы у вас это изображение срасталось, чтобы вы не мучились, а спокойно шли по школе. А школа у меня такая немножко итальянская. Тык-дык. Окей.
Теперь, я думаю, сюда маленький причал придет. Чуть-чуть разношу перспективу. Окей. Вот оно. И я думаю, сюда для самоштабности нужны человечки. Пришел человечек. Если пришел человечек, то с ним и пришла тень. И если пришло дерево, то тень стала чуть поинтенсивней. Окей. Теперь, я думаю, нужно нарисовать, потому что тут сидят, они сидят, кушают. И там есть некоторые образы деревьев. Я сразу же тоже дам им тенеобразование. Окей. И я думаю, там должны быть зонтики. Потому что это же Италия. Там очень много света, очень много солнца. И они сидят, пьют напитки под зонтиками. И тут человечек стоит, смотрит на всю эту радость. Чуть подчеркну. Нет. Так, такой микроэскиз срастается. Так, что еще? С этой стороны тоже придут насаждения зеленые. Но чуть-чуть. Я не буду утрировать эту историю. Немножко вот этих венецианских столбов. Тык, тык, тык. Да, сложилось. И вот здесь, я думаю, нужна еще зелень, которая приходит вниз. Вот она. И вот сюда поинтенсивнее. Раз. И вы видите, это все срастается на такой очень простой стилистике. То есть ничего сложного я не делаю. Но для того, чтобы эта система заработала, нужно понимать алгоритм. Алгоритм или у меня на курсе, или вот на этой платной истории с Boosty. Мне понравилось. На самом деле, я так долго шел к этой истории. Для того, чтобы сделать курс. Ну вот, нашел пока недобитый курс. Вот такой вот выход. И давать эту информацию, и самому за это радостно что-то получать. Потому что если не получаешь, то никакого энтузиазма нету совершенно. Ну, моего энтузиазма хватило на то, чтобы создать около 1000 роликов на моем открытом YouTube-канале. Вот теперь начинаю публиковать видосы для закрытой истории. Ну, там, конечно, я разжевываю все довольно подробно. Так, окей. Тенюшки у нас образуются. Можно рисовать и за мной повторять. Можно взять листик, бумагу и радостно идти по вот этой истории. Постепенно, по чуть-чуть наращивать такое простое симпатичное изображение. Я думаю... Так, буду ли я прорисовывать лодку? Думаю, нет. Сюда принесу больше тенюшек. И думаю, сверху мне нужно нарисовать небольшой образ домика. Это как такая вилла.
чуть-чуть. Вживую все эти истории, конечно, очень круто смотрятся. Но я так как попутешествовал, поездил, посмотрел на Италию с разных сторон, я очень полюбил эту благородную стилистику. И теперь полувоспоминания, идеи о том, как это может быть. Потому что это все история там такого сочетания архитектура и пейзаж. И по сути я просто профессионально должен уметь думать об этом. И я стараюсь сделать себе вот эту вот систему тренировок, когда ты постоянно практикуешься. И для этого тоже получился мой канал на YouTube, для того, чтобы я не оставлял вот эту вот практику постоянно. И в итоге, да, получилось. Я постоянно практикую. YouTube со мной играет в игры. Ну, посмотрим. Так. Окей. Такая небольшая зарисовка. Если сделать сотни других таких зарисовок, я думаю, можно отточить эту историю. Я тоже нахожусь постоянно в режиме тренировок. Можно было бы зафиксироваться, но нет, нужно тренироваться. Тренироваться. Кто тренируется, у того все получится. Вот. Поэтому тоже тренируйтесь со мной. Берите листик, бумажку, берите вот, лами. Лами классная. Ну или инструменты. Там я в разных видеоуроках рисую там различными материалами. У меня мысль взять, наконец, уже маркером порисовать. Но обычно я рисую пером. Вот эта история. Ладно. И вот у меня разные недели бывают, потому что там прошлую неделю я делал почему-то культурологические ролики, потому что была необходимость там чуть прокачать в себя об этом, вспомнить очевидные вещи. Я думаю, окей, я вспоминаю, давай я буду делать историю вот этого контента для YouTube. Почему нет? Это же все вместе. Если есть общее образование, то оно двигает тебя вперед. Если общее образование хромает, то сколько ты хоть изрисуйся, ничего хорошего не получится. Так, крест окей. И, допустим, тут вырастает еще одна структура домика. И это все очень простая история в отображении. И вот задача, чтобы вот эти простые элементарные формы, они были гармоничны. Чтобы была автоматическая гармония. Такие наброски я давно не делал. Это будет снова оживление этой практики. У меня все время как будто бы эксперименты на канале, и как будто бы похоже там одно на другое. Но на самом деле это все очень разнообразная история. И у нее очень разные задачи. И они бьются о проекты, которые, например, сейчас я выполняю. И сейчас у меня задача на самом деле... нет, я не буду проговаривать, это может прозвучать так немножко странно, ладно. В общем, вот, мне нужно научиться рисовать большие высокие домики и сохранить классичную структуру. И научиться делать много чего еще. И вот, я думаю, как совместить мне мою вот эту деятельность, когда мне нужно это отрабатывать, и принести какую-то пользу людям. Вот такие для этого мои фри уроки. А для тех, кто хочет легче и серьезнее пойти в эту историю, то для них теперь есть вот этот вот сервис Boosty.
Можно подписаться, там 200 рублей в месяц, один тариф. Ну, там уже и так много я даю, конечно, на нем. И 400 рублей в месяц второй тариф. Ну, а там прям все, что нужно, проговариваю. Так. Ну вот, такая срослась штука. И тут чуть-чуть, я думаю, придет небольшая структура домика. С простой оконной структурой. Оп, 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 готово. И деревья. Да. Немножко накидаю воду. Вот так. И тут же я размою. Вот я люблю эту технику, потому что она позволяет, как будто бы ты работаешь без ластика, но ты работаешь с ластиком. Ну, вот эта вот вода, размытие, кисточка помогает скрывать косячки, ошибки, там прочую ерунду. И делать из такой линии что-то менее конкретное, но все равно глазом узнаваемое. Надо бы итальянские деревья рисовать, там эти римские сосны. Ну ладно, я в другой раз накидаю. Сейчас пока обойдусь вот такой историей. Окей. И тут еще одна крона. Вот они простые, симпатичные. И там, думаю, тоже идет домик. И тренируюсь постоянно гармонизировать вот эту вот среду. Вот тоже такое себе упражнение. То есть думать не только про ландшафт, не только про архитектуру, а про весь комплекс, который рождает общую гармонию. Вот. Именно для этого вот эти вот мои там теперешние тренировки, например. Мне нужно гонять эту историю. Она актуальна, слава богу. Ладно, квест окей. Вот такой простой, симпатичный набросок. И я его делал вот этой ручкой лами. Дык-дык. Это лами FX. Ссылка у меня внизу. И это Aquabrush, это Pendle. Ссылка тоже у меня внизу. Если интересно, используйте их. Они дают простой, быстрый, симпатичный результат. Я это люблю. В общем, вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу у меня много ссылок на то, чтобы рисовать ландшафт, архитектуру, вот все вот эти вот открытые фри истории про то, это моя обучающая тема, это то, что я делаю, это моя благотворительность, которую я делаю открытую информацию. Если интересно более специфичные, более уникальные знания, то welcome, подписка внизу тоже или на Patreon, или на Boosty. В общем, вот. Всем чао-чао. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем пока.